Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на очередной лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти физического тела и знаниям об устройстве потустороннего мира, в кои всякий из нас попадает, когда завершается его земной путь. Сегодня мы поговорим о вреде, который люди наносят усопшим любимым своей беспредельной и бесконечной печалью об их уходе, а также узнаем о корректном способе взаимодействия с ними и помощи им, который каждому, кто не желает вредить своим близким, надлежит использовать вместо погружения в океан горя, скорби и депрессий на многие годы. Начнем. Поскольку переход в новую жизнь, который на Земле по незнанию называется смертью, это мероприятие непростое, открывающее много новых возможностей для человека, но и таящее в себе различные подводные камни и осложнения, создаваемые самим же переходящим и его остающимися жить родными и близкими, нашими древними предками был создан эффективный метод помощи умирающим и продолжающим жить. Он называется поминки. Поминки нужны не для того, чтобы собраться в определенный день, закопать себя еще глубже в яму горя и отчаяния по утрате, поплакать о том, каким замечательным человеком был усопший, как с ним и с нами несправедливо обошелся Господь, поесть, выпить, надраться и ползком на бровях разойтись до следующего такого дня. В самом слове «поминки» заложен главный же его смысл. Они нужны для того, чтобы помнить ушедшего на тот свет и делать это с радостью, позитивом, испытывая самые светлые эмоции, любовь, благодарность и посылая эти эмоции ему. Обобщенная информация исследований духовных областей Вселенной, спиритической коммуникации и инструментальной транскоммуникации за несколько столетий, ссылки на которую можно найти в разделе о канале, уверенно показывает, что усопшие очень любят, когда мы собираемся вместе на поминки, вспоминаем их и время, проведенное с ними с теплотой и любовью, веселимся и радуемся жизни. Они не любят, когда мы плачем и убиваемся по ним. Таким образом, во-первых, закрываясь от них непроницаемой стеной негативных эманаций, через которые они не могут пробиться, чтобы сообщить нам, что с ними все в порядке и они продолжают жить. Во-вторых, и в главных, потому что сильное горе в прямом смысле слова очень сильно вредит умершим. И это давно установленный факт, находящий подтверждение в огромном множестве свидетельств и исследований, начиная от жалоб мертвых, которые приходят во снах о том, что они намокли под водой из слез, заканчивая сообщениями развоплощенных духов, переданных через неоднократно проверенных и подтвердивших свои способности сенситивов, медиумов и экстрасенсов. Почему же так происходит? И каков механизм вреда, наносимого мертвым посредством горя и скорби? Все дело в том, что все наши сознания связаны. Они связаны уже даже здесь, на Земле, когда мы пребываем в материи, которая накладывает жесткие ограничения на функционирование и возможности нашей души или сознания. Эта связь давно доказана и подтверждена. Тысячи исследований телепатии, ясновидения, яснослышания и прочих психических феноменов, проведенные в разные времена в разных частях света, неоднократно подтверждали эту связь и влияние одного человека на другого при помощи мысли. Мы можем улавливать и читать мысли друг друга. Это абсолютный и непреложный факт. Когда человек умирает, то есть сбрасывает свое тело из плоти и крови, ограничения, накладываемые на него материальным мозгом и телом, исчезают. Психические способности многократно возрастают. Читать мысли и улавливать эмоциональное состояние других людей после перехода в так называемый загробный мир становится проще простого. Даже несмотря на то, что после ухода усопшего из нашего мира его и близких разделяет невидимая перегородка,
Он чувствует их и их мысли как никогда прежде. Наши мысли, словно СМСки, долетают до усопшего в его новый мир и сообщают ему о том, как живут его оставшиеся на земле родные и любимые. Наши горе, скорбь, печаль представляют собой концентрированный негатив, который моментально, со скоростью выше скорости света, достигает того, к кому он обращен. Поэтому, когда мы горюем о ком-либо, он сразу же узнает об этом, и это омрачает его реальность. В прямом смысле слова меняет ее к худшему, ведь на том свете именно сознание и его настрой творит реальность вокруг человека и все, чем она наполняется. Тут все просто. Хороший настрой – хорошая реальность. Плохой настрой – плохая реальность. Когда же любимый человек сильно горюет, никто не в силах остаться равнодушным, включая и так называемых мертвых. Здесь, на Земле, наша реальность не меняется мгновенно, в зависимости от нашего настроя. Хотя и в земном мире, по сути, все работает точно так же, просто чуточку медленнее и тяжелее. На том же свете реальность меняется моментально, легко и категорически, в зависимости от мысли. А мысль, согласитесь, не может оставаться светлой, когда кто-то убивается по тебе и рыдает 24 часа в сутки. Вот почему крайне, критически важно осознать это и перестать вредить нашим перешедшим на тот свет любимым эгоизмом, беспредельной скорбью и прочими негативными эмоциями. Наши переехавшие на тот свет родные и любимые очень любят, когда нам хорошо, тепло, светло и уютно, когда мы смеемся и радуемся. Это улучшает их реальность по той же самой причине. Все мы неразрывно и навсегда связаны с теми, кого любим, и на протяжении вечности работаем вместе, в одной команде, каждый член которой влияет состоянием своего сознания и мыслями на достижение другого. Поэтому отшедшие обожают веселые застолья с шутками, светлыми воспоминаниями, песнями и танцами. Особо им нравится, когда живущие оставляют им отдельное место за общим столом. Я всегда так делаю, потому что в этой части я убедился лично, когда Даня, самая близкая и родная мне душа, с которой многие постоянные зрители нашего канала уже знакомы, сам чудесным образом организовал себе отдельный стул во время его поминок. Об этом удивительном случае я подробно рассказал в нашей первой книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир», а также в отдельном видео на этом канале. Разумеется, понятно и очевидно, что умерший не садится на стул лично, как призрак в кино, и не сидит там в привычном трехмерном понимании этого слова. Но это позитивный и объединяющий символ. Светлый образ, который радует всех по обе стороны от завеса. Правильные поминки устанавливают и развивают связь с усопшими. Концентрированные любовь и позитив притягивают их к живым, дарят им радость и счастье, помогают освоиться в новой жизни, в которой именно состояние сознания и мыслей определяет окружение и разворачивающиеся события. Если посылаемые нами на ту сторону мысли и любая другая информация позитивны и преисполнены любви, они создают для усопшего дополнительную помощь и поддержку и избавляют его от никому не нужных осложнений в новой жизни, защищают от случайных заносов в мрачные, мучительные реальности, миры и мирки. В свою очередь, это сказывается и на оставшихся жить родных, так как связь с потусторонним миром всегда двусторонняя. Вот что еще важно помнить. Некоторые люди, переполненные различными страхами, и в частности более всего страхом смерти, любят повторять, что слишком частое поминовение мертвых может создать так называемую некропривязку и утащить живущего на тот свет. Это глупый и невежественный предрассудок, сформированный отказавшимся от истинных знаний и сконцентрировавшимся на материи обществе, которое зациклилось на страхе смерти.
Ничего подобного в обобщенном массиве информации о жизни после смерти не наблюдается от слова «совсем». И никаких массовых фактологических совпадений, подтверждающих эту бредовую теорию, не существует. А значит, не существует и никаких некропривязок. Но об этом мы подробно и в деталях поговорим на следующей лекции. Сейчас же вернемся к правильным поминкам. Поминки правильны тогда, когда они длятся все время, на протяжении всей оставшейся жизни человека на земле и не привязываются к какому-то конкретному дню. Когда ты постоянно помнишь родного и любимого, на время разлучившись с ним, без каких-либо поводов и причин. Когда ты продолжаешь любить его и желать ему всего самого лучшего, независимо от того, существует его биологическое тело или уже нет, независимо от собственного состояния и положения дел, очищаясь от эгоизма еще здесь, на земле, что в свою очередь еще здесь, на земле, начинает создавать для живущего, а также для тех, с кем он неразрывно связан узами искренней и взаимной любви, прекрасный мир там, за гранью. Когда ты осознаешь, что смерть биологического тела – это лишь изменение состояния жизни, а вовсе никакой не конец. И радостно ожидаешь новой встречи, как будто близкий человек на время укатил в отпуск или длительную командировку. Все это в изменившихся условиях устанавливает и проявляет уверенную, постоянную и нерушимую связь между живущим и тем, кто уже переехал на постоянное место жительства в посмертную страну. Эта связь, эта любовь, словно красная нить, которую невозможно разорвать, связывает нас с нашими родными и любимыми, несмотря на разделяющую завесу между мирами. Это то, что называется «даже смерть не смогла разлучить их». И это совершенно точное и емкое определение. Ведь действительно, даже смерть не сможет разлучить вас с теми, кого вы любите, если вы будете исходить из описанных знаний, а не из глупых и невежественных страшилок и стереотипов. Эта любовь, будто мощный магнит, притягивает нас в жизнь друг друга и определяет нашу неизбежную встречу, когда придет час перехода для еще остающихся жить. Эта любовь также притягивает к нам помощь и поддержку той стороны и делает нашу жизнь легче, проще и светлее еще здесь, на земле. И тем более строит прекрасную реальность для нас на том свете, чтобы к моменту нашего счастливого переезда туда мы уже ни в чем не нуждались и ни о чем не беспокоились. Вот что такое правильные поминки и для чего они нужны именно такими, как рассказано. На этом будем закругляться. Не забудьте о домашнем задании и практике, закрепляющей ваши новые знания и позволяющей им стать системой и уверенностью в продолжении жизни после смерти тела, а значит и в грядущей встрече с нашими ранее усопшими родными и любимыми. Возьмите за правило поминать умерших без негативных эмоций, печали, горя и скорби, но с радостью, теплом, отсутствием эгоизма, самыми прекрасными устремлениями и любовью в сердце, безотносительно к каким-либо датам, местам, нахождению или отсутствию на кладбищах, в церквях и так далее. С улыбкой говорите им «доброе утро», просыпаясь, и спокойной ночи перед отходом ко сну. Пойте их любимые песни на вечеринках с гостями. Ставьте им отдельный стул за столом и не обращайте внимания на чьи-либо фырканье на этот счет. Вспоминайте самые светлые моменты жизни с участием перешедших любимых и благодарите их за то, что имели возможность разделить эти прекрасные моменты с ними. Посылайте им приветы и самые добрые пожелания в любое время и в любом месте. Рассказывайте им обо всем. Ведите такое общение регулярно, как будто ничего с их смертью не изменилось, и они продолжают находиться рядом с вами. Ведь на самом деле все так и есть. Такая практика обязательно поможет вам в исцелении от горя, установлении постоянной связи с усопшими близкими и подарит вам еще больше тепла, радости, света,
душевного спокойствия, а также уверенности, что никто на самом деле не умирает, и мы еще обязательно встретимся с теми, с кем на короткое время были разлучены так называемой смертью. На сегодня все, дорогие друзья. Отличного вам дня и райской реальности вокруг, с осознанием того, что таковая реальность исходит изнутри и должна быть сначала выстроена внутри, чтобы затем, такой же прекрасной и благополучной, возникнуть и снаружи вас. Не забывайте об этом важнейшем и базовом законе Вселенной, живите в соответствии с ним, и все у вас обязательно и непременно будет хорошо.